феврале у американских видеоблогеров появилась новая активность, которая называется Vinyl Tech 20 Questions About LPs. Я наткнулся на нее, просматривая канал, на который подписан, и называется он The Kylo Ren Experience. Канал посвящен коллекционированию. Человек собирает пластинки в коллекцию, выкладывает периодически видео о том, какие пластинки он себе покупает. В свою очередь, Kylo Ren, чей канал я смотрел, узнал об этой активности от другого пользователя YouTube, который называется Count Blackgrass. Он, если искать первоисточник, узнал это от Brain Smasher. Итак, в чем же суть? Brain Smasher призывает других ютуберов ответить на список вопросов, 20 вопросов, которые касаются винила. Вопросы не изменяются, и смысл всего мероприятия в том, чтобы активизировать сообщество YouTube видеоблогеров, которые коллекционируют винил, на то, чтобы они поделились какой-то информацией о своих коллекциях. Итак, Brain Smasher, я принимаю твой вызов и отвечаю на Vinyl Tech 20 Questions About LPs. Или по-русски 20 вопросов о виниле. Привет, интернет! Меня зовут Владислав, и это мои ответы на Vinyl Tips 20 Questions About LPs. Итак, первый вопрос от Brain Smasher. Как много винилов в твоей коллекции? Моя коллекция пока что небольшая. Об этом вы можете узнать из моих прямых трансляций на YouTube-канале. Но в данный момент моя коллекция слегка выросла, и сейчас в ней находится чуть больше 100 винилов. Второй вопрос. Какой проигрыватель винила ты используешь? Что ж, это простой вопрос. У меня был всего один проигрыватель за все время моего коллекционирования, и это Denon DP300F. Третий вопрос. Каков был твой возраст, когда ты начал коллекционировать? Что ж, занимаюсь коллекционированием я не так давно, всего чуть больше 2 лет. И на момент старта моего коллекционирования было это в 2014 году, мне было 23 года. Четвертый вопрос. Самая старая пластинка в твоей коллекции? Это довольно заковыристый вопрос, потому что сначала я думал, что самыми старыми пластинками окажутся мелодиевские издания Rolling Stones и Дэвида Боуи, но оказалось то, что эти перепечатки были из позднего каталога мелодии 89-88 года. Кто состоит в сообществе ВКонтакте, которое я веду, знает, что я люблю период 80-х, и поэтому пластинками из моей коллекции, которые вышли раньше всего, оказались Dark Angel Darkness Descent, 86 год, Nuclear Assault Game Over, 86 год, Rage Reign of Fear, 86 год. Ну а самой старой пластинкой в моей коллекции стала пластинка группы Chestin Mystery of Illusion. Она вышла в 1985 году. Пятый вопрос. Первая купленная тобой пластинка. Что ж, коллекционирую я, как я и сказал, 2 года, но увлекаться винилом я стал немного раньше, поэтому первой купленной моей пластинкой не для коллекции была Morbid Saint Spectrum of Death. К сожалению, сейчас у меня нету на руках экземпляра 2007 года, который я изначально покупал. Есть только переиздание 2016. Но, в принципе, чтобы показать, этого достаточно. Также одной из первых пластинок, которую я купил до начала своей коллекции, был альбом Holy Terror Mind Wars. Ну а первыми приобретениями в мою коллекцию стали альбомы группы Holy Moses Agony of Death и Watain Lawless Darkness. Шестой вопрос.
первая пластинка, купленная на собственные деньги. Что ж, это тоже простой вопрос. Это были альбомы Holy Terror Mind Wars и Morbid Saint Spectrum of Death 2007 года. Седьмой вопрос. Твой любимый цветной винил? Из всех цветных винилов, которые есть в моей коллекции, мне больше всего понравились альбом Каталепсии Гравина Саур, который вышел в красной расцветке с золотой вставкой. Вы уже видели его в последней распаковке, но я вам продемонстрирую его еще раз. Также очень понравился по цвету винил из переиздания альбома группы Death Scream Bloody Gore. Специально брал цветной. Практически все альбомы Death у меня собраны на разных цветах. И вот альбом Scream Bloody Gore. У меня вот такого кислотно-оранжевого цвета. Если же брать самый отвратительный по цвету винил, который я видел в своей коллекции, то это определенно альбом группы Шах Escape from Mind. Его цвет похож на детскую блевоту, если честно. Оцените сами. Коричневый с желтыми вставками. Это даже не детская блевота, а чьи-то извержения, перемешанные вместе с пивом. Какой-то такой цвет, нестандартный. Восьмой вопрос. Хороший винил, купленный тобой по скидке. Что ж, в магазине я покупаю не часто, но тем не менее один раз наткнулся на хорошее предложение от магазина Медиамаркт и взял себе вот этот замечательный альбом со скидкой из-за того, что был поврежден конверт. Этот альбом в Медиамаркте мне обошелся в 1800 рублей. Если брать покупки в интернете, то, опять же, было одно приобретение, которое я запомнил надолго. Это коллекция из 3 альбомов группы Havoc: A Natural Selection, Time Is Up и Burn, все 3 полноформатника в составе одного издания. Havoc The Candlelight Years. И обошелся мне весь этот пакет из 3 альбомов в 2000 рублей. Также я покупаю БУ пластинки с рук у своих знакомых, либо в интернете. И таким приобретением довольно выгодным я считаю альбом Nuclear Assault Game Over, который я взял в Москве у Дмитрия за 400 рублей. Первопресс. 9-й вопрос. Вознагражденная одержимость. В английском варианте это звучит как Pride Perception, но я так понимаю, речь идет о виниле, который я долгое время хотел получить в коллекцию, и в итоге, приобретя его, я был абсолютно доволен. Таких приобретений у меня было несколько, и первое из них я пас в течение 1 года, постоянно проверяя Discogs, eBay, магазины на остатки. И в итоге мне выпал лот на Discogs. Я взял себе вот этот альбом группы Ellie Storm Black Sails at Midnight. Обошелся он мне в 60 евро, но я считаю, что он оправдал свою цену, поскольку я с удовольствием его слушаю до сих пор. Несмотря на то, что это Picture, звучит он хорошо для Picture диска и стоит своих денег. Второй альбом был желанным приобретением, поскольку он выходил только в Америке, а до Европы его везли неохотно и не все, поэтому пришлось заплатить довольно приличную цену за доставку этого альбома. Ну и само издание стоило довольно больших денег. И в итоге я не пожалел, что взял себе Blooded Science The Machinations of Dimentia. Двойной винил. Слушаю его с удовольствием до сих пор, открываю новые стороны в этом альбоме. Я полностью остался доволен его приобретением. И третий альбом, который я добавлю в этот список, это
Sacrosanct, Truth Is, What Is. Долгое время пас его на Discogs, искал продавцов. Были продавцы только из американского региона с очень высокой стоимостью доставки. Но в итоге дождался продавца на этот альбом, дождался, пока будет нормальная стоимость доставки, и взял его. Несмотря на то, что винил весит ничего, то есть грамм 200-250 вместе с конвертом, звучит он офигенно. Остался доволен. 10-й вопрос. Винил с женщиной-исполнителем в твоей коллекции? Таких винилов у меня несколько, и за последний год я купил себе Nervosa Agony, женский вокал, Mortillerian Shapeshifter, женский вокал. Также показанные мною уже ранее Chastain, Mystery of Illusion и Holy Moses, Agony of Death. 11-й вопрос. Винил от твоей любимой группы в коллекции? Для тех, кто смотрит прямые трансляции на моем канале, не секрет, то что моя любимая группа это Voivod. И в моей коллекции есть винил от этой группы. Это альбом 2013 года Voivod Target Earth. Надеюсь, их когда-нибудь будет больше. 12-й вопрос. Была ли у тебя случайная покупка винила? Была, и не одна. Но одна из таких случайных покупок случилась во время моей поездки в Екатеринбург. Я зашел к своему знакомому в гости и нашел в его коллекции пластинок альбом группы Mandator Perfect Progeny. Я абсолютно не ожидал то, что я найду этот винил, поскольку я не знал, что лежит у него в коллекции, и абсолютно не ожидал то, что я его куплю. Вот такая случайная покупка случилась у меня в Екатеринбурге. 13-й вопрос. Винил, полученный тобой в подарок. Когда я только начинал коллекционировать винил, знакомые узнали об моем увлечении и на день рождения подарили мне саундтрек к фильму, который мы смотрели с ними когда-то вместе. Это Металлика «Сквозь невозможное». Вот такой подарок случился от моих знакомых. Также предыдущим летом я ездил в Академгородок к еще одному знакомому, который слушает много классики на виниле, и он мне рассказал о том, что недавно купил пачкой несколько пластинок от Мелодии, и некоторые из них ему попросту не нужны, и он предложил мне выбрать из них несколько штук и забрать себе. Это были выпущенные на Мелодии альбомы Дэвида Боуи, Rolling Stones, еще один Rolling Stones и еще один Rolling Stones. Также среди этой кучи добра был саундтрек к фильму «Асса», который в тот же день отправился к моему второму знакомому в Академгородке. Ну, а что касается этих 4 пластинок, то они пополнили мою коллекцию. 14-й вопрос. Прослушанный больше всего раз винил. Некоторыми группами я увлекаюсь настолько, что я слушаю в день по 10 раз один и тот же альбом. И временами это случается со многими вещами, но некоторые я забрасываю после определенного времени, а некоторые остаются и радуют меня до сих пор. Это такие альбомы, как Dark Angel, Darkness Descent и Watain, Lawless Darkness. Эти 2 альбома я могу слушать очень долго, и они не надоели мне до сих пор. 15-й вопрос из списка. Раритет в твоей коллекции. Сначала я думал, что таким редким винилом окажется какой-нибудь Alice Storm, Picture, который я показывал раньше, или, например, Sacrosanct, или тот же альбом группы Vector Terminal Redux 2016 года, который я покупал в лимитированном издании на фиолетовом виниле.
Но оказалось, в моей коллекции есть гораздо более раритетные вещи. Итак, это Альгазанс Wrath of Севитат. Лимитированное издание на белом виниле выходило тиражом всего лишь навсего 100 копий. Blotted Science The Machinations of Dimentia. Тираж 250 копий. Нервоза Эгони. Тираж 100 копий на серебряном виниле. Спасибо информации с Discogs. Теперь я знаю, какие вещи действительно раритетны в моей коллекции. 16-й вопрос. Винил, который ты послушал бы во время дождя. Как я понимаю, здесь имеется в виду меланхоличное настроение, то есть, когда на улице идет дождь, сидишь дома, ничего не делаешь, хочется послушать умиротворяющую музыку. И такой музыкой для меня являются альбомы группы «Мгла», «Гроза», The Tame Wild Hunt, очень мелодичный альбом, Mastodon Crack the Sky с последней распаковки, Триптикон Милана Чазмата, также любой из альбомов группы Альгазанс. Эти альбомы действительно медленные, продолжительные. Они вызывают чувство меланхолии и успокоения у меня. Следующий вопрос. Винил для хорошего настроения. Музыка, которая меня бодрит, вызывает хорошее настроение и работоспособность. Это трэш, что не странно. И это альбомы Dark Angel, Darkness Descent, самый частый упоминаемый сегодня. Также это альбом Toxic World Circus и альбом Death Symbolic. 18-й вопрос. Ностальгический альбом для тебя. У меня ностальгия связана с детством, с тем временем, когда я только увлекся экстремальными направлениями музыки. И было это довольно давно, поэтому вспомнить сейчас, что я слушал тогда, уже сложно. Но, тем не менее, одна группа живет со мной сейчас. Я до сих пор ее слушаю, и каждый раз при прослушивании вспоминаю именно то время и свой первый рок-концерт в ДК Чекалова. И для меня ностальгию вызывает группа Мастер. А именно ее первые альбомы «С петлей на шее» и «Мастер». Каждый раз, когда я слушаю эти альбомы, я вспоминаю те треки, которые были исполнены вживую группой на концерте в середине 2000-х, и это вызывает у меня ностальгию. 19-й вопрос. Покупка винила с Record Store Day. Сначала я думал, что в моей коллекции нет таких винилов, поскольку я целенаправленно не искал их, но прошерстив свою коллекцию, я обнаружил вот это. Nevermore, The Politics of Ecstasy. Это переиздание классики трэша середины 90-х годов, было выпущено в Record Store Day в 2016 году. 20-й вопрос. Последнее твое приобретение на виниле. Как вы знаете из моей последней распаковки, я с удовольствием приобрел себе в коллекцию 4 альбома группы Death. Ну, а если брать последние приобретения, которые еще не успели приехать, то я взял себе новый альбом группы Overkill, The Grinding Wheel. Итак, это были мои ответы на вопросы Brain Smasher и его Vinyl Tag 20 Questions About LPs. Я надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик внизу, а также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, посвященную реставрации конвертов винила и музыке на виниле в целом. Я, в свою очередь, хочу бросить подобный вызов каналам, на которые я подписан, в основном российским. Итак, я бросаю вызов следующим каналам: Music Book Movie Nerd, World of MP и Максим Константинов. Список вопросов вы можете найти в описании под этим видео.
А также я задам 21 вопрос от канала «Обложки винила». 21 дополнительный вопрос для Максима Константинова, World of MP и Music Book Movie Nerd звучит следующим образом. На концерте какой группы, которая есть в вашей коллекции, вы побывали вживую? Если вам интересен мой ответ на этот вопрос, то я был на концертах следующих групп, которые есть в моей коллекции. Это группа Master, Rage, Havoc, Iron Maiden и Каталепсия. Спасибо за внимание, слушайте качественную музыку и слушайте ее на виниле.